Всем привет, друзья! Сегодня macOS Big Sur превратится в Windows 10. И если честно, никогда не понимал людей, кто покупает Mac и использует Windows на постоянной основе. Просто дичь какая-то. Но другое дело, когда винда просто необходима. Скажем, поиграть в игры или использовать программы типа 1С. Преимущественно данные программы устанавливаются в государственных учреждениях. То есть компьютер Mac на 90% работает под macOS, а в 10% случаев включается винда. И вот такой сценарий мне уже близок. Причем установка операционной системы под виртуальную машину, но это такое себе занятие. Вы не сможете использовать мощность своего компьютера на 100%. И потом не факт, что у вас все будет работать корректно. Так что виртуальная машина, но это костыли. И другое дело – полноценная установка Windows под софт Apple – Boot Camp. Это совершенно иное. Тем более под macOS Big Sur. Сейчас все расскажу и покажу. Так что устраивайтесь. Сегодня ролик пошаговой инструкции о том, как полноценно на macOS установить Windows. Итак, что нужно для установки? Первое. Поддерживаем Mac. Если не учитывать версию macOS, подойдет любой из этих моделей. 2012 год и новее MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, iMac. 2013 год и новее Mac Pro. 2015 год и новее MacBook. 2017 год и новее iMac Pro. Если Windows 10 хочется использовать вместе с macOS 11 Big Sur, нужны следующие компьютеры Apple. 2013 год и новее MacBook Air, MacBook Pro, Mac Pro. 2014 год и новее Mac Mini, iMac. 2015 год и новее MacBook. 2017 год и новее iMac Pro. Второе. Флешка на 16 гигабайт или больше. Она понадобится в процессе установки на всех Mac, кроме последних современных моделей. Третье. Последнее обновление macOS. Специалисты Apple настаивают на том, что перед использованием ассистента Boot Camp нужно провести апдейт операционной системы. Это важно с точки зрения закрытия проблем в ее безопасности. Они выпускаются даже для достаточно устаревших Mac. Четвертое. Не меньше 64 гигабайт свободного места. Лучше использовать 128 гигабайт и больше. В этом случае Windows получит необходимое пространство, которое необходимо для автоматического обновления операционной системы. Если у вас Mac 128 гигабайт оперативной памяти или больше, на загрузочном диске должно быть не меньше места. В Apple вообще настаивает, что Boot Camp – это возможность преимущественно для Mac с накопителем 256 гигабайт и больше. Только в данном случае у вас будет возможность использовать не меньше 128 гигабайт памяти для нормальной работы операционной системы Windows. Поддерживаю это утверждение. Пятое. Distributive Windows в формате ISO. Важно использовать именно полный образ, а не обновление операционной системы. Подойдет вариант 64-разрядный Windows 10 Home или Windows 10 Pro. Про ключ подумайте сами, а необходимый файл получится бесплатно загрузить на официальном сайте Microsoft. Ссылка будет в описании под видео. Итак, как установить Windows 10 на Mac? Шаг 1. Откройте приложение Ассистент Boot Camp. Шаг 2. Ознакомьтесь с приветственной информацией и нажмите на кнопку «Продолжить». Если вы используете MacBook любой модели, нужно подключить его к питанию с помощью кабеля. Если вы используете Mac с чипом T2, ассистент Boot Camp также посоветует определиться с утилитой безопасной загрузки. После установки Windows 10 ее параметры изменить не выйдет. Шаг 3. Выберите образ диска. Он определится автоматически, если вы недавно его загрузили. И определите пространство, которое будет использоваться для Windows 10. В стандартном ассистенте Boot Camp предлагается 42 гигабайта, и это слишком мало для корректной работы системы. Как я говорил ранее, минимальный объем находится на уровне 64 гигабайта. Тем не менее, в этом случае возникнут проблемы с автоматическим обновлением. Оптимально 128 гигабайт и выше. Изменить объем накопителя после окончания установки уже не получится. Придется удалять Windows 10 со своего Mac и устанавливать заново. Поэтому 10 раз подумайте, сколько именно пространства понадобится вам для использования системы. А только потом начинайте инсталляцию. Шаг 4. Нажмите на кнопку «Установить» и ожидайте дальнейших команд от приложения Ассистент Boot Camp.
Шаг 5. Определите язык установки. Шаг 6. Введите лицензионный код или отложите это на потом. Шаг 7. Выберите тип системы, которую хотите установить. Чтобы получить все возможности и минимизировать ограничения, лучше всего использовать Windows 10 Pro. Шаг 8. Ознакомьтесь с лицензионным условием и нажмите «Далее». Шаг 9. Определите региональные параметры. Шаг 10. Подключитесь к сети Wi-Fi. В большинстве случаев в данный момент не получится установить соединение с сетью Wi-Fi, так как не установлены драйвера, но вы это сможете сделать позже, после установки драйверов Boot Camp. Шаг 11. Добавьте учетную запись с созданием PIN для аутентификации в Windows 10. Шаг 12. Задайте параметры конфиденциальности и завершите проверочную настройку Windows 10. Шаг 13. Установите драйвера для корректной работы Boot Camp. Приложение для этого уже должно быть открыто. Если после первого запуска Windows инсталляция дополнительных драйверов не открывается автоматически, перейдите в диск OS X Reserved, разверните папку Boot Camp и используйте файл setup.exe. Это нужно для корректной работы. Идет установка драйверов Boot Camp. В процессе установки разрешение экрана может меняться, экран может гаснуть, не бойтесь, все нормально. Просто идет установка драйверов на монитор, видеокарты, Bluetooth, Wi-Fi и прочего. Также потребуется перезагрузка вашего Mac. Только сейчас, после установки всех драйверов под Windows, у меня получается подключиться к сети Wi-Fi. Шаг 14. Наслаждайтесь использованием Windows 10. На ее установку вряд ли уйдет больше получаса времени. Когда перезагрузитесь в macOS 11 Big Sur, удалите дистрибутив Windows 10, который использовался для установки. Он больше не нужен, но все еще занимает около 6 ГБ пространства в хранилище. Теперь за данным фактом придется следить более пристально, ведь дополнительная система занимает немало места. Как переключиться между macOS 11 Big Sur и Windows 10? Шаг 1. Активируйте перезагрузку компьютера. Шаг 2. Зажмите клавишу Option и удерживайте до активации меню выбора системы. Шаг 3. Выберите систему, которую необходимо запустить. Вы также можете проделать то же самое из-под macOS с помощью меню «Системные настройки», «Загрузочный диск». Здесь нужно выбрать диск для дальнейшего использования и нажать на кнопку «Перезагрузить». Тем не менее, из-под Windows придется использовать именно перезагрузку. Как удалить Windows 10 через macOS 11 Big Sur? Шаг 1. Откройте приложение «Ассистент Boot Camp». Шаг 2. Ознакомьтесь с приветственной информацией и нажмите на кнопку «Продолжить». Шаг 3. Нажмите на кнопку «Восстановить», чтобы удалить раздел Windows и вернуть все пространство для использования macOS 11 Big Sur. Удаление раздела проходит без следа, и освобожденное от него место можно использовать для любых своих нужд уже спустя несколько минут. Тем не менее, если у вас действительно напряженка со свободным пространством в хранилище, лучше попробуйте установить Windows 10 на съемный диск. Вот так это все получается. А вы используете Windows под Mac? Как часто? Какую версию? А через что запускаете? Boot Camp или виртуальная машина? Ваши ответы пишите в комментариях под данным роликом. А также не забывайте задавать вопросы, ну если, конечно, они у вас есть, в комментариях под видео или Telegram, Instagram. С вами был Кирилл, всех обнял, до скорых встреч!